К сожалению, проблемы с глазом у мамы не закончились. Как только мы перестали капать антибиотики в глаз, то сразу у мамы снова покраснел глаз правый. И боль началась, да? Ну, не все время, но одно время было, да? Поэтому пришлось срочно прийти к доктору. Записались сейчас. Хотели просто купить капли, но нам сказали, нужно посмотреть. Врач должен посмотреть этот глаз. Сидим теперь на приеме. Короче, эпопея с глазом продолжается и не в лучшую сторону. Доктор посмотрела маму, сказала, линза стоит неправильно, из-за этого все проблемы с глазом постоянно возобновляются, пока она капает, пока нормально, а потом, короче, снова воспаляется глаз из-за этого. И сказала, говорит, что нужно искать лучшую клинику и дала направление в Ульм. да, сказала, нужно переделывать операцию, выправлять этот хрусталик. Вот нам надавали целую пачку документов, это направление туда, потом описание проблемы и рецепт на новые капли, которые мы сейчас купим, чтобы у мамы глаз не воспалялся сильно. Покажи, какие в этот раз капли. Они нам каждый раз какие-то новые капли выписывают. Но одни и те же нельзя капать, разные антибиотики. Скорее всего, это тоже антибиотик, да. 4 раза в день, да. Первый снег в Германии. Уже любопытные прохожие потрогали его руками. Я вот тоже смахну. Такой рассыпчатый. И его немного. На траве лежит. На асфальте нету. Сейчас температура воздуха -1. Здесь у нас в Гайслингене. Солнышко выходит. Сейчас резко потеплеет. И остатки снега уйдут. Убегут мгновенно. Я пришел на вокзал сейчас встречать моего друга Даниила Денисова из Италии. Он уже с отремонтированным аккордеоном своим приезжает из Италии сейчас, буквально с минуты на минуту. Hello, my friend. Hallo Leute. Wie geht's, wie steht's? Good. О, ты как уезжал с такой экипировкой, так и приезжаешь. Только щетины добавилось тебе. Не брился 3 дня, да? Не, брился. 1 раз брился. Я, к счастью, вернул свои рюкзаки назад. Ничего не потерял, да? Только шляпу потерял. Шляпу. Может на лифте? на Нет, лифте? вниз Пойдем. можем так, да. Окей, давай, наверное, найдем какое-нибудь кафе, Пошли, вот. выпьем кофе и ты расскажешь. Я тебе расскажу. Даня достал деньги из кармана, у него какие-то желтые деньги, короче. Швейцарские франки, да? Да? Ух, плотная бумага такая. Ага. И они дороже стоят, да? В Швейцарии все, видишь, все. Все более качественное, плотное, да? Как наш басист говорил, в Швейцарии все намного лучше. Мы зашли с Данилом в кафе, которое находится прямо в здании вокзала. Вот такая вот забегаловка. Телевизор, никого нету. Вон там человек нам наливает кофе. Вот здесь человек сидит, играет в игральные автоматы. Тоже можно слупить этот куш, да, можно. Ага. Я, кстати, не знал, в Германии, оказывается, очень много казино. И люди сидят, да, популярно. Есть. В Гайслингене я насчитал 5 казино на этот небольшой городок. Да, ты можешь про это видео сделать. Нет, туда же надо заходить. Исследовать тему. Cappuccino, Капучино. Это фюрмих. Whisky, Ja, bitte. 13 Euro. 13. Aha, 13. Bitte, bitte. Dann Vitali. Und ich gebe dir Kleingeld. Да, я простудился. Автобус опоздал. Я приехал за 2 часа в Анкону. Автобус опоздал еще больше, чем на час. Вот у меня такое как бы здоровье подкосилось чуть-чуть. Где ты там жил? Назад. Франческо меня устроил в такую Ух ты. Это его домик? Финестра суль Канера. Канера это гора, там гора. Но там вид шикарный из окна.
Вот это вот сам домик, а вид у меня из окна, я, может, тебе посылал. Если не посылал, то пошлю. Там на море вид. На море, на побережье с большой высоты. Вот это вот там можно сзади так рассмотреть. В этом домике я ночевал 2 ночи. Ну и как аккордеон? Франческо хозяйке сказал, что я гений. Он не соврал, кстати. Она спросила, типа, меня, почему Бельтуна? Я говорю, у меня, типа, специальный проект, который мог сделать только Франческо. А потом приехал Франческо, она спросила, что там он такое? Он говорит, у него он столько наделал, у него такие разработки, там, такие системы, гениально. Ну, он по-итальянски говорил, но я понял. И я так понял, что к Янку он так отнесся немножко скептически, но мои вот эти для левой руки ему очень понравились. Бельтуна шоурум. Это обычные акустические инструменты, в основном клавишные аккордеоны, из дерева, некоторые из них. Вот, например, этот малыш. Вот один кнопочный аккордеон, второй. Они все системы C-гриф. Этот такой под француза сделан, блестящий. Это акустический, а вот электронные, с электронной клавиатурой аккордеоны. Акустические аккордеоны с электронной клавиатурой, как у органа. Привет. О, Лада к нам присоединилась. Лада, проходи сюда. Смотри, где Данил жил. Надо проходить сюда. В Италии. Ух ты! Там сейчас снег. В Италии снег? Там тепло? Вот, там 18 градусов было. Я вообще все это подумал, зачем я это взял. Я даже шапку потерял сюда. Ты футболки ходил? Да, вот там, прямо за домиком море, с большой высоты. Ну, У меня из окна было. Сколько стоит такое? Ну, тебе бесплатно это было, нет? Да, мне шеф, Это человек, который пригласил шеф его. фирмы, которая делала. А вообще сколько так, если, допустим, Ну, недорого, кстати. В Италии все недорого. дешевле, чем В Италии А все сколько? гораздо Ну, дешевле. приблизительно. 60 евро. 60 евро, да? Ночь. То есть смотри, ты садишься в автобус. Завтраком. Завтрак. Завтрак. Отлично. Смотри, мы просто думаем, если самим попутешествовать, мы можем сесть в автобус за 50 евро и снять да. за 60 евро. Да. Но назад я ехал за 67 евро. Да, Почему? подороже. Там будет кофе? Нет. Хочешь кофе? Давай мы тебе возьмем. Закажет. О, сука. Будете капучино. Чашка какая. Как бочка. Так, Данилу надо согреться после дороги. И Ладу тоже он угощает. Это называется вайн-бранд. Это да, это коньяк. Коньяк, кофе с коньяком. Кофе с коньяком, это классика. Мы Виталику тоже дали чуть набьем. Виталик будет Там слишком мало, Даня. Лучше не порти. Да, это Виталику. Это... Не Не-не-не. надо, Даня. Лечись. Не надо, Виталик, подожди. Хорошее кафе. Лада Всё. имела успех. Мы тут уже познакомились и с барменами, с посетителями. Они все. зовут? А он не сказал, как зовут, но. Он сказал. Да? А, Он сказал, Вот- по-моему. вот И- другой- А этот парень как? Тиму, по-моему. Тиму. Да. Это твоя, где ты заказываешь Да, вещи. как магазин, да. Данила садим на автобус домой, а сами едем с Ладой в Ульм. У нас там есть срочные задачи. Пока не холодно. Сегодня, на удивление, ясная солнечная погода. Странное такое сочетание. Снег выпал и солнце сразу вышло. Обычно серо и пасмурно. И людей тут в Ульме просто море. Нам нужен трамвай номер 7. Надо перейти на ту сторону. Вон там на него сесть. Эта клиника, в которую мы едем, она находится недалеко от центра, но пешком было бы очень далеко. Здесь, наверное, остановок 5 или 6 надо проехать.
Мы сели в автобус номер 7. Оказывается, нам не трамвай нужен, а автобус. Сейчас я посмотрю, до какой остановки нам ехать. В общем-то, в принципе, мы уже на пути. Буду отслеживать свое передвижение, а то еще потеряюсь. И показывать вам Ульм. Это будут не центральные части. Не центральные дороги, но большие проспекты. Смотрите, какие машины в снегу стоят вообще здесь. Снега было сколько. Я думаю, это, да? Ну, ты знаешь, я смотрел по карте. Киндер-клиник, это детская. Ну нам не киндер-клиник, нам надо Ауге-клиник, поэтому она где-то рядом. Ауге. Скорее всего, надо туда идти. Вот. В общем, мы сейчас разберемся, где находится наша клиника. Но посмотрите, какое место здесь интересное. Это на каком-то пригорке находится. Чуть выше еще лес стоит. И здесь и детская клиника. Вот памятник интересный там. Коню какому-то в прыжке. А посмотрите, сколько снега. Я все не могу насмотреться. Ладно, ты обратила внимание, что здесь снега в 3 раза больше, чем у нас? Смотри, как красиво. Да. Ягоды красные на снегу, это все зелень и снег. Это такое сочетание классное. Ягоды вообще. на снегу, Почти, да. розовые на белом. Что же мне с ними делать? С ягодами на снегу. А вот снег на листьях. Так, ну мы отвлекаемся. Пошли клинику нашу искать. Я нашел, куда нам идти. Показывает Google сюда. А теперь сюда. В общем, проблемы у нас серьезные с мамой. Мы надеялись, конечно, что мы обойдемся просто очками. Глаз, в общем-то, немножко адаптируется, и мама сможет как-то жить. Но получилось такое, что пока мы капали антибиотики, все было хорошо. Как только мы перестали капать антибиотики, через 2 дня опять началось сильное раздражение, воспаление. И как бы глаз начал опять закрываться. Мы пошли к врачу, врач посмотрел в этот глаз, женщина, и пришла к выводу, что они не могут нам больше ничем помочь, и направила нас в клинику более высокого качества, где лучшие специалисты, где лучшая аппаратура. Вот. И то есть, что нам надо сейчас сделать? Нам надо вынимать этот хрусталик, который они поставили, и ставить новый. То есть нам нужна будет еще одна операция сложная. В общем, в Гайслингене врачи сами признались, что они ничего сделать не могут. И на вопрос, можем ли мы здесь опять повторную операцию в Гайслингене сделать, она сказала: нет, мы вам помочь вряд ли уже теперь сможем, едьте в лучшую клинику. Вот, да, Ауген клиник. Окей. Сюда. Здесь такая система современная. Мы должны здесь взять запись, электронный номерок. Вот мы нажимаем, и оп, нам сразу выдают, видите, 105-я кабинка. 105-я это какая? 105-й номерок, а кабинка нам вон там на экранчике будет сообщено. Есть А095, а у нас А105. Мы здесь То есть будем... мы ждем, пока не будет. Да. Интересная такая клиника. В общем, нам сказали, что мы должны были с мамой вместе приезжать, потому что... Это скорая помощь. Это скорая помощь, как бы глазная скорая помощь. Вот. Здесь... У нас направление в глазную скорую помощь. Ага. Мы не совсем сразу, как бы, ну, на всякий случай, ну, что То делать? есть, если бы мы с мамой приехали сегодня, то ее бы приняли, но смысл, я не знаю. Или что, сразу сделали бы операцию, как ты думаешь? Я не знаю. То есть мы едем с понедельника сюда пораньше, и ей сразу будут делать операцию, В наверное? любом случае, сейчас пятница, в конец рабочего
рабочего дня. Я думаю, что сегодня вряд ли что-то бы делали. То есть с понедельника больше шансов. Мне кажется, все-таки это хорошо. Мы сейчас узнали, а с понедельника мы возьмем маму и утром поедем и тут уже что-то решат. Посмотрите, что происходит. Снег идет. Такой мелкий-мелкий. Пока я поставил точку на карте, чтобы приехать сюда на машине, я уже успел замерзнуть. I was wrong. The words I spoke. I've been saying many things that are hurtful. Your tears shed eyes. Поскольку мы находимся здесь на возвышенности, здесь можно посмотреть на город сверху немножко и увидеть, что видны шпили церквей. Вот возле той церкви мы с Ладой когда-то уже были, пешком ходили тут. В принципе, это все недалеко. А, вот железная дорога, и мы через мост сейчас перейдем. И, в общем-то, мы боялись, что она будет у нас на пути, и мы не сможем попасть прямо. Да тут идти, тут всего пустяк, 500 метров. Да, ждать автобус это неинтересно. Стоять в такую погоду и мерзнуть. Вот сюда спускаемся сейчас по лестнице. Хорошо, когда ты можешь уже что-то спросить у прохожих и понять, что они тебе говорят. Уже не страшно. Поначалу мы вообще были как дикари. Мы не знали, вообще спрашиваем. Ну, мы-то спросить еще можем, может быть. Но то, что нам отвечают, вообще непонятно. Это такой, как дурак. Вот так мы себя в Испании чувствовали, когда мы не знали. Мы английский плохо знаем, испанский не знаем. Спросить у кого-то это вообще проблема большая. Да. Только через переводчик. Конечно, сейчас такая погода тусклая, холодная, неприветливая. Город предстает в таком странном обличии, но тоже своеобразно. Видите, вот люди проходят мимо и трогают снег. Снежок освежает мрачную погоду. Ты не прав. Освежает, да, это интересно. Но все какие-то немножко скрюченные, как мы, идут такие в капюшонах. В общем-то, всего лишь сейчас, наверное, 0 градусов. Ну, -1. -2, да? Ресторанчик в снегу, посмотрите. Столы не убрали, не разобрали ничего. Все засыпало снегом. Свежий снежок, такой еще не липнет, уже скоро начнет липнуть. Хочешь посидеть за таким столиком, попить кофе? Официант! Чашечку виски, пожалуйста. Надо хотя бы постелить что-нибудь. Отморозишь. Это не железное, это тепленькое, кстати. Не Тепленькое, я сомневаюсь, оно тут стоит. А, оно тряпчаное, да? Да, да. Веревочные. Вообще не холодно. Не холодно? Очень вкусно. Тогда гуд, все, я пошел за кофе. Они пустотелые, да? Удивительное сочетание. Вообще зимой фонтан обычно не работает. Любой фонтан выключают, а здесь смотрите что. Как так? Какой-то сбой матрицы здесь. Слушай, да это же капсула, да? Это Ну капсула да. для бомжей. Да ты что, ну понимаешь. Серьезно. Я про такие читал, что в Ульме есть такие капсулы, в которых люди без определенного места жительства могут заночевать. Так мы нашли свое место. Это удивительно, да. Это для нас. Она открывается под вечер. Здесь нельзя жить всегда, но здесь можно прийти на ночь, поселиться, заночевать ночь и уйти совершенно бесплатно. Это солнечная батарея. Солнечная батарея, но она заснеженная. Вовнутрь заглянуть не получается. Сейчас, давай попробуем, как она открывается. Наверное, открывается нажатием на эту кнопку, нет? Или это просто отбойник? А ну, дерни ручку. Закрыто. Вон, смотри, такой вроде как больше. Да, там чей-то спальник лежит. Наверное, кто-то лежал, оставил спальник. Они ж тут ночуют. То есть, друзья, в Ульме специальная программа существует для бездомных людей. А, вот через эту дверь они залазят, вот через боковую. Просто я вам покажу, даже вот возьму рекламу с ихнего сайта, как это работает. В немецком Ульме тестируют умные спальные капсулы для бездомных. Эти необычные деревянные сооружения спроектировали и построили 6 местных компаний. Для капсулы даже придумали название «Ульмское гнездо».
Цель проекта – защитить от холода тех, кто по каким-то причинам не может ночевать в приютах для бездомных. И вот в такое время, когда выпадает снег, когда на улице очень холодно, а в Ульме, как в любом крупном городе, есть люди, которые нигде не живут, ночуют на вокзалах. Обычно летом они живут в парках, где-нибудь так себе под деревом спят, в спальниках, может быть, в одеялах каких-то. А вот когда холодно, им некуда деваться, и они замерзают. Специально для них городские власти... Я думаю, да, городские власти специально это все сделали, положили спальник, чтобы людям было понятно, что это для них. Я думаю, это уже положил спальник какой-то конкретный человек, потому что там внутри, в общем-то, должен быть какой-то спальник или постель какая-то. Вечером гнездо автоматически открывается. Тот, кому нужно где-то переночевать, просто может открыть дверь и попасть в безопасное место. Ульмское гнездо оборудовано солнечной панелью, датчиками движения, температуры и влажности. Внутри есть освещение. С помощью приложения можно узнать, свободна ли капсула. Интересно зайти туда. Ну, видишь, открывается это только вечером, на ночь. Это не для круглосуточного пребывания. Ну вот, Виталик, все-таки, мне кажется, это специально, чтобы люди понимали. Бутылка и спальник, вот для бомжей. А как ты вот напишешь? Это специально бутылка лежит, чтобы люди понимали, что бомжи это не просто люди, это люди, которые пьют. Не хотят просто работать, хотят пить. Нет. Они, может, и хотят работать, но обычно бомжи это люди, которые пьют или сидят на наркотиках. Здоровый человек, который без вредных привычек, он всегда находит себе работу и всегда находит себе жилье. Конструкция капсулы создает так называемый эффект иглу. За счет теплотела температура внутри поднимается до приемлемого уровня. В капсуле не будет жары и уюта, но от морозов можно спастись. Когда в капсуле спит бездомный, информация об этом поступает к сотрудникам благотворительной организации. Утром они опрашивают ночевавших. Люди, пользовавшиеся капсулой, очень довольны. Они поняли, что она защищает от холода, а также от нападений. Иногда бездомные больше боятся насилия, чем морозов. Грузовик им не дает выступать. Чус! Молодцы, вся семья, представь себе, да? Да. Кто это? Не знаю, даже интересно спросить. Национальность. Может быть, румыны или молдаване? Нет? Друзья, кто знает, на каком языке они поют и какой национальности эти люди, пишите в комментариях, потому что мы не догадываемся. Вот, посмотрите, уже продаются новогодние украшения. Здесь они именуются рождественскими. Всякие свечки, всякие шарики на елке, украшения. И сами елочки небольшие, вот такие продаются. Смотрите, по 4,50 вот такая елочка. Здесь не написано, здесь не написано. Вот, 4,95, это 5 евро, значит, будет такая елочка. Ну, в общем, мы потом сделаем еще обзор рождественских игрушек когда-нибудь. Сколько они стоят. Сейчас Да, мы уже... чувствуется предпраздничное такое, да? Вот настроение, смотри здесь. Уже Праздник. рождественская ярмарка Да, рождественская. на центральной площади. Неожиданно. Мы, кстати, не были под Рождество в прошлом году в Ульме. Мы были в Гёпингене, мы ездили в Нюрнберг, мы ездили в какие-то более далекие города, а Вау. сюда и не заходили, не заезжали. Сколько красивого. Это все свечки в основном, Да. видишь? Цветочки и украшения для елок.
прямо возле храма на центральной площади поставили рождественскую ярмарку. И туда? Смотри, давай Да. зайдем. Можно зайти, да, сюда можно зайти. Обычно эта площадь совершенно пустая. Интересно так выглядит. Слушай, вообще такое сочетание, да? Но, кстати, хорошо, вот эти деревянные домики, они лучше выглядят, чем вот эти вот полосатые Палатки тряпчаные. красные, знаешь, да. Те ужасно смотрятся на фоне церквей. Очень хорошо вписывается с этим храмом, даже удивительно, смотри, класс. Пока еще все только готовится, видите, торговли нету. Но цены уже есть. Но цены есть, да, давайте ознакомимся, друзья. Роте Братвурст, это сосиски, вот самые Красные. верхние, да, красные, по 5 евро. Вайсы Братвурст, это белые сосиски, тоже по 5 евро. И так далее, смотрите, какие-то по 7 евро Я вижу есть глинтвейн. блюда. Мгм. Глюнвайн рот, красный, белый по 4,50. Ну, стаканчик по 4,50, да, это 200 грамм, да, получается. Ну, еще есть кола по 3 евро, лимонад оранж 3 евро. В общем, короче, сосиски с вином. Это основная немецкая еда. Будет весело, друзья. The preacher said God would never give more than I could handle on my own. But I don't know if I believe that to be true. 'Cause there've been some times when I've been all alone. О, немецкая свадьба. Ладно, ты когда-нибудь видела немецкую свадьбу? Это свадебный Мерседес, глянь, какой прикол. А, боже, там водитель внутри сидит, а я его снимаю, не спрашивая. Всё. Так, фотосессия свадьбы. Нам нужно пройти. Пойдем. Это одна из центральных площадей старого города. Фонтан, видите, здесь забит фанерой. Заметь, елка уже стоит. А, да, но не украшенная еще. Хотел сказать, не накрашенная. Что я заметил, у нас елки делают из веток отдельных. Просто железный ствол и втыкают ветки. А здесь настоящие ветки, настоящие елки берут, смотрите, с настоящим стволом. Вот просто вот так вот ставят живую практически, срубили. И вот так вот крепят. У них специальные такие канализационные люки здесь есть. И они так вот втыкают туда вниз. И стоит себе елка, как будто растет. Сейчас на вокзале пошла такая мода, цыганки, или не знаю кто они сидят с собаками. Не сами, а с собаками, потому что, наверное, люди более охотно жертвуют на собак, чем на людей. Это, конечно, странно, но, в общем-то, наверное, так и есть. Видите вот эти вот мусорные баки? Стоят рядочком, красиво стоят рядом с домом. А в эти черные мусорные баки нужно выбрасывать соответствующий им мусор специфический.
Остальной мусор выбрасывается либо в желтые кульки, либо в синие кульки, это пищевые отходы. А есть еще мусор, который непонятно почему здесь лежит. И у меня тут возникла проблема недавно, не только у меня, а и у наших соседей тоже, с этими вот баками черными, в которые выбрасывается мусор, в принципе, тот, который в доме накапливается не так-то часто. Это, скажем так, гигиенические отходы, это отходы от памперсов, если они у вас есть, от прокладок, ушных палочек. И я даже не знаю больше от чего, честно говоря. То есть, по сути дела, нам в этот бак нечего-то и бросать. А эти все баки, которые там стоят, они именные. Каждый бак пикают, в общем, и считают, сколько раз они из него высыпали мусор. Сколько раз, потому что там прям в договоре про вывоз мусора прописано, что в месяц такое-то количество вывозов может быть, и все. А поскольку я этот бак никогда не наполнял, я в принципе за него вообще не волновался, он там стоит и стоит себе. Но недавно моим соседям, которые тоже украинцы, пришло письмо с мусорной конторы, в котором было написано, что у вас задолженность по вывозу вот этих вот черных баков, вы как бы превысили количество вывоза. А они такие же, как я, никогда ничего туда не выбрасывали, представляете? Никогда ничего. И они были, страшно удивлены, какие превышения количества раз. Как это может быть вообще? Оказывается, кто-то из таких же соседей, возможно, из нашего дома, брал какой-то мусор левый и туда запихивал. Вот типа того мусора, который я вам показывал, лежит там под стеной, непонятно что, какие-то сумки. Ну, в общем, все подряд. Пришла бумажка им с платежом на 25 евро дополнительным. И они такие, что? Что за фигня? Короче, они купили на свой бак замок, закрепили, чтобы он вообще не открывался. Из-за этого мне тоже придется купить какой-то замок, повесить его там, чтобы мой бак не наполнялся. Потому что вчера я вышел, заглянул в свой бак и обнаружил там чужой мусор. Ну вот, посмотрите, стоят бачки, да, все они открытые. Прохожие могут бросать мусор. Вот мой бак. И посмотрите, кто-то уже сюда накидал полный бак какого-то мусора несортированного. И я из-за этого должен как бы лишние деньги платить. Это не мой мусор, я его выставлю сюда куда-то, я не знаю, куда его выставлять. Велосипедный замок я не стал покупать, мне Даниил Денисов дал свой. У него лишний оказался, с 2 ключами. Сейчас я его как-то сюда приделаю, не знаю даже как. Как-то так, и просверлю отверстие, пропущу где-то тут. Вот тут некоторые люди сделали вот так, видите, цепочку сделали, не поднимешь, и замочек какой-то повесили. Еще одни так само сделали, какой-то другой замочек, цепочку. И мне надо придумать как-то, я вот свой бак оттащил в сторону. Шуруповерт у меня есть со сверлами. И мне надо как-то придумать вот с этой штукой. Мне кажется, надо будет просверлить 2 отверстия. Получилось у нас наконец-то. Смотрите, что мы сделали. Крышку, конечно, если потянуть, можно бумажку какую-то закинуть, но уже кульки не положишь. Сделали мы вот здесь снизу, у нас прячется замок. Все, теперь мы ставим на место. Сейчас мы уже у Даниила дома, и я могу вам показать этот чудо-аккордеон, который Даниил
купил в Италии. Это Бельтуна. Он, можно сказать, легендарный аккордеон, но мы не понимаем, какие в нем такие легендарные возможности, что в нем не так. Кроме, конечно, того, что все это твоя клавиатура, которую ты придумал. И на этой стороне здесь твои разработки. Это понятно только музыкантам, которые хотят узнать. Они должны зайти на канал Данила Денисова, и там есть подробное объяснение тому, как работает эта клавиатура, чем она отличается от обычной баянной или аккордеонной. Но нам сейчас интересно, вот именно что можно делать со звуком в этом аккордеоне. В нем есть, я так понял, натуральные звуки. Натуральные звуки, и как бы на это был сделан расчет. Производителю не было интересно делать его для компьютера, скажем, как бы как электронный инструмент. Он вообще категорически был против того, чтобы это как-то развивать. Например, даже когда я сказал, что у меня там не все клавиатуры соединяются, он сказал, это не страшно, это вообще не наше дело. Но он потом для меня сделал. Я попросил. Как раз ездил дорабатывать именно вот эту функцию его подключения к компьютеру. В том числе. И некоторые позиции клавиш. В левой руке там было как бы мои вот эти новые какие-то системы, которые я заказал, они были не совсем точно исполнены. Мы это сделали, и с компьютером тоже связь получилась. Все, теперь он подключается у тебя через шнурок. Вот таким шнурочком тоненьким. Вот. Дальше там идет система, которая уже адаптирует к компьютеру сигнал. И через какую-то программу ты можешь тут любой звук назначить, да, по сути дела, какие есть у тебя в базе. Да. Ты можешь звучать и как гитара, и как скрипки, и как... Да. И, в общем-то, даже на концертах ты можешь выступать с этими звуками. Вполне может быть такое, что, например, я играл всегда на Роланде. Если я буду менять, как бы переходить на этот инструмент, то, возможно, будет не хватать баса. И вот контрабас может, все остальное будет идти из аккордеона, только контрабасовый еще звучок добавляться. Может быть, мы такое будем делать. Итак, полярный вальс.